Здрасте, с вами Даня Крастер и лаборатория БНБ, и сегодня мы поговорим непосредственно про наше ремесло, про создание вещей. Мы живем в такое время, когда у нас куча всего существует в цифровом виде, куча моделек, всяких чертежей. И если вы захотите привнести одну из этих штук в свой проект, непосредственно отобразить это на физическом носителе в виде материала, вы можете вот на этом чуваке перенести 3D-модель на барельеф или, возможно, сделать какую-то прям модельку с переворотом или на поворотной оси, или же не использовать ЧПУ фрезера, а перейти сразу на готовую печать цельной какой-то модельки на одном из вот этих чуваков. Вам все равно понадобится 3D-модель этой штуки в каком-то виде. И именно о методах ее получения без проектирования и художественной лепки мы сегодня и поговорим. Многие слышали про 3D-печати и про 3D-моделирование, и наверняка у каждого есть знакомый задрот в этой теме. Поэтому самый простой способ достать необходимую 3D-модельку — это обратиться к такому корешу. Но максимальной удачей считается найти готовую среди миллионов всевозможных моделек в общедоступных 3D-библиотеках. А еще круче — уметь делать их самому. Но в большинстве случаев это умение никому не нужно. Зачем шарить в 3D-моделировании, если раз в 5 лет тебе ударит в голову распечатать какую-нибудь фигнюшку домой или в машину? Или, может, тебе захотелось оцифровать свою любимую ласточку и поставить ее маленькую копию на торпеду? Не будешь же ты ее с нуля рисовать и пробовать 50 разных профессиональных программ. Именно для таких случаев существует 3D-сканирование. Эта технология сэкономит и время, и нервы. Но все познается в сравнении. Мы сегодня собрали разные методы, чтобы вы поняли разницу и, возможно, даже чем-то воспользовались. Если хочешь угодить своему внутреннему перфекционисту, замути где-нибудь дорогущее оборудование. А если тупо упростить себе задачу при помощи костылей, бери экономные варики и допиливай. Как с инструментами. Хороший шуруповерт служит тебе 10 лет, а херовый попадает в нашу рубрику дерьмовых инструментов. Сейчас 3D-сканеры позволяют копировать здания или помещения, на обмер которых ушел бы не один день. В кино вовсю применяют технологию захвата движений и создания виртуальных копий актеров. А стоматологи чинят челюсти особо буйным индивидам, сканируя остатки зубов и создавая протезы нового жевала. Короче, думаю, ты понял, что это не какая-то херь с горы, а полезная достаточно технология. 3D-сканеры делятся на лазерные и оптические, на контактные и бесконтактные, на активные и пассивные, на ручные и стационарные, на... Нахуй тебе вообще все это знать, я сам это с листка читаю. Все зависит от задач. Кто-то хочет бегать в полевых условиях и сканировать какой-то там где-то находящийся объект, а кто-то хочет, сидя дома, спокойно себе сканировать вот такую вот статуэтку Ктулхана. Но все это касательно специального оборудования. А можно ли его чем-то заменить? За-DIY, так сказать? Конечно, да. Поэтому мы сегодня и делаем этот видос. Погнали смотреть. Это автомат-хватайка, его вы знаете. Он, конечно, крут, но недавно маслину поймал, а дальше инвалидность, почетная пенсия. И не стать ему великим хватамбой. Да и пофиг, ведь великая хватамба уже существует и вот-вот стартанет. Чё за хватамба? Это как Черная пятница, только от Авито. А значит, скидки от людей людям обеспечены. Поэтому самые разные знаменитости, не только я и команда БНБ, решили поучаствовать. Мы подумали, чем славится Авито. Конечно, полезной годнотой, которую порой больше нигде не найти. Или просто вещами с историей, которые попадают в рейки со всей России. Так что в специальном разделе «Хватамбы» ты найдешь уникальные, а главное личные лоты от меня и других известных людей. От электроники и вещей из гардероба до стройматериалов и мебели. От нас там копия деревянной вазы, мини-гончарный круг, пневмогайковерт и еще пара легендарок. Подробнее обо всем стафе на Великой Хватамбе я расскажу у себя в шорцах и ТГ-канале. А ты переходи по ссылке в описании и помни, акция пройдет до 1 декабря включительно, но ты ведь помнишь первое правило годноты? Ее разбирают первый, так что торопись. И первый способ, о котором мы поговорим, называется фотограмметрия. Это технология, с помощью которой вы делаете много фотографий, и с помощью этих фотографий, с помощью этой технологии получается 3D-модель. Выглядит это все вот таким вот образом. Я просто беру телефон, притом телефон может быть без лидара, это не обязательно. С лидаром у нас получилось даже немного хуже, чем просто с фоток. И вот таким вот образом обфоткиваете модельку со всех сторон. То есть вам, по сути, надо создать очень много фотографий, которые располагаются
в пространстве полусферы вокруг вашей модели. И с помощью наиумнейших современных компьютерных EVM-технологий вся эта штука обрабатывается и в итоге превращается в достаточно качественную даже для каких-нибудь объектов второго плана в играх 3D-модель. По крайней мере, гораздо качественнее, чем даже трубы в Fallout 76 делают, я вас уверяю. В процессе он показывает, какие точки у нас уже отсканировались хорошо, по каким еще необходима дополнительная, так сказать, информация. Сейчас я делаю второй ряд, закрываю эту нашу арбузную крышку. И даже те места, вот вы можете заметить, они выделены красными. Это те, по которым, я так понимаю, надо пройти будет еще раз. Вообще постараюсь сделать так, чтобы вот этих вот красных точек у меня осталось меньше всего. Проги для iOS, Android, если нет лидара, называется Reality Scan. Если у вас есть лидар, хотя я бы на самом деле не очень рекомендовал им пользоваться, называется Polycam. Прога для компа, чтобы объединять фотографии, называется Autodesk Recap Pro, Insight 3D, MetaShape. Ну и это только из тех, которые мы попробовали. Я уверен, их есть там еще некоторое какое-то количество. Вот эта фигурка на самом деле достаточно сложная для сканирования. Да и вообще в целом достаточно сложная 3D-модель сама по себе, потому что очень много всяких частей, которые на первый взгляд скрыты. Ну, всяких поднутрений там, изогнутых, сферических, местов, закоулков. Прошло каких-то 1 минута, и в итоге у нас есть вот уже предварительная 3D-модель. Прога нас просит ограничить зону, чтобы не забивать себе память ненужными для анализа точками. Сразу, пока вся эта штука думает, можем показать, какой результат у нас получился при предварительных тестах. Ну, это на самом деле пиздец. Серьезно. Я говорил вам, что это сравнимо с какой-то 3D-моделькой, которую можно поместить в игру. И самое прикольное, с помощью фотограмметрии сразу получается текстура на готовой 3D-модели. А это, сука, дорогого стоит, честно вам скажу. И если посмотреть в каких-то местах, вот, например, на Rock, он получился очень похожим. Да, у него есть всякие косячки, которые в целом потом можно исправить с помощью ZBrush и всяких остальных программ. Короче, штука пиздецки меня удивляет, серьезно вам скажу. Здесь даже царапины от вырезания из силиконовой формы остались. Короче, очень и очень круто. Если бы не было так дорого собирать в реале вот такие вот модели, игры выглядели бы невъебенно круто. Чтобы немного себе представить, каким образом все это работает, вот в программе Insight 3D можно посмотреть, каким образом технология фотограмметрии вообще в целом работает, ну, в контексте вот этих вот связей. Мы видим, что вот здесь есть точки, и они связаны друг с другом на 2 фотографиях. То есть именно по вот этим вот штукам и строится 3D-модель. Как? Не спрашивайте меня, потому что это жесткое программирование, и я не знаю. Но, тем не менее, вы можете посмотреть на предварительном вот таком результате, как именно модель будет строиться. Все ли правильно, нигде не возникнет ли всяких лагов и ошибочек. Давайте посмотрим следующую технологию. Следующий метод у нас заключается в использовании Kinect от Xbox 360. Та же самая фотограмметрия, только здесь, кроме того, что у нас есть просто фотографии с камер, вы можете заметить, что еще и инфракрасными лучами он жмыхает в пространство, а другой камерой считывает, куда эти инфракрасные лучи прилетели. Им можно также сканировать вот такие вот объекты типа Ктулху, но, на мой взгляд, они получатся не такими детальными, как, например, объект размером с человека, потому что вся эта история была именно скомпонована и сконструирована для того, чтобы определять в пространстве человека. И вы такие у-ху-ху-ху-ху-ху, и в играх вас видно. Давайте приступим к сканированию. Блять, если увидите где-то такого урода, просто бегите. Это синт, явно. Так, хорошо. Ну чё, вот такой вот результат получился. Сука, какой всратый. Как вы можете заметить, не очень все это детально. Ну, для каких-то больших габаритных типа объектов может быть и нормально, но
в целом оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Поэтому, если у кого-то завалялся вот этот вот Kinect, можете поиграться. Многого от него, конечно, не получить. Вон даже Муха это подтверждает, которая пытается сесть на дерьмового качества 3D-модель. А мы идем дальше. Посмотрим, что еще у нас есть в распоряжении, так сказать. Еще одна технология, которую мы сегодня рассмотрим, достаточно интересная, потому что она уже представляет из себя, по сути, приближение к настоящему профессиональному дорогому сканеру, но в говнарском исполнении. Суть ее в чем? У нас есть два листа, вот эти вот две плоскости, которые вы заранее распечатываете из программного обеспечения, наклеиваете под 90 градусов и размещаете за объектом. Дальше берете лазерный уровень, я изображу его вот этой вот дидактической лазерной указкой. И прикол здесь в том, что веб-камера считывает изображение с вашего объекта и сопоставляет его с изображением на вот этих вот двух листах. Соответственно, по всем вот этим вот изображениям она строит 3D-модель. И что вам единственное остается, вот так вот проводить по модели и поворачивать саму модель тоже в нескольких видах, чтобы сделать 3D-скан, то есть получить цифровую его копию. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Приступим к сканированию. Вот такой сетап у нас получился из веб-камеры, сварочного стола, куска фанеры и строительного уровня. Первая проблема, которую я здесь вижу, что здесь достаточно все должно быть статично настолько, насколько это возможно. То есть любые шевеления на долю миллиметра собьют вам нахер вообще всю калибровку, и все придется делать заново. Если у вас где-то что-то немного наклонится, вы заденете стол. Короче, здесь все максимально, сука, чувствительно, поэтому в квартире делать это достаточно проблематично. В любом случае, как только я наклоняю лазерный уровень, у нас проявляется рельеф самого Ктулху, и именно вот эти вот изменения программа и считывает, потом все это дело преобразовывает в 3D-модель. Ну, поехали, давайте попробуем просканить. Башка готова, пошли щупальцы, дошли до колен. Соответственно, у нас отображается карта неровностей. Заткнись, мать твою. И возвращаемся назад. Ну, то есть проходим тот же путь назад, достаточно медленно, чтобы он успел все считать. Добавить всяких деталек. Возможно, саму деталь еще неплохо бы покрасить в какой-то белый цвет, загрунтовать ее, чтобы лазер лучше отражался, потому что что-то видит он не все. Вертим деталь на 30 градусов. Будем дальше ловить его все щупальца. Ну, вообще занятная, на самом деле, штука. Типа чувствуешь себя каким-то этим археологом, который такой старинные барельефы изучает. Ну, собственно, вот такой результат получился. Ктулху уже зеленый, уже из воска. Даже не надо на 3D принтере его печатать. Все, конечно, зависит от ПО, которое вы используете. И чем оно прикольнее, тем прикольнее можно добиться результата. Также влияет, конечно же, разрешение самой веб-камеры, чтобы детальнее все это отсканить. И, как вы можете заметить, покрутить в реальном времени деталь мы не можем, потому что все зависло, а у нас вообще-то реальная версия этой программы, и вот эту деталь даже сохранить нельзя. Так что такие моментики, короче. Переходим к следующей технологии, на мой взгляд, самой интересной на сегодня с точки зрения посмотреть, как оно происходит. Настоящий профессиональный 3D-сканер за 300 тысяч! Есть у меня вот такая вот игрушка, очень похожа на плазмокатор из Dead Space. Конструктор явно вдохновлялся. Это лазер и сканер. В первую очередь сканер. Сейчас его надо откалибровать. Вот такая вот замечательная мини-игра вас ждет при каждом его использовании, скорее всего. Так, мне надо совместить одно с другим. Блять, все, сука. Она еще и перемещается в пространстве. Отвратительно. Да вы гоните, что ли, пи***ц. Еще и наоборот переверни. Еще и туда, и сюда, и все пропадает. И что, это каждый раз так? Да. Ебаться можно. Но я победю в этой игре. А мне Катька говорила, сука, в играх перемещаться тяжело. Вот что. Надо в экзамен ставить. Но мы
опустим этот момент, так же, как и людей, которые это создавали, потому что, я так полагаю, калибровку можно было бы, и автоматическую сделать за 3 сотки. А не будет зависеть от того, насколько я хорошо закалибровал, потому что, мне кажется, я не на 4 звезды прошел все эти уровни. Наконец-то, мать твою, это была самая сложная игра, в которую я играл. Мы можем что-то отсканировать? Ты что, гонишь, что ли? Сейчас нам надо закалибровать вот эту вот поверхность по вот этим вот хитрым специальным меткам с помощью вот этого хитрого специального лазера. Чтобы он хотя бы понимал, где он, сука, находится. А то недостаточно у него органов зрения в виде лазера и 2 камер. А вот теперь нашу фигурку будем сканировать. Она тоже вся облеплена специальными вот этими метками. И можно даже запустить поворотный стол, чтобы упростить себе задачу. Достаточно серьезная игрушка-то, блин. Вообще, на самом деле, дико дорогая. Хотя, может быть, для такой штуки не очень дорогая, но если она вам нужна не каждый день, это пиздецкая статья расхода, я вам скажу. И по-всякому вот так вот обсматриваем все точечки, чтобы у нас попали. Создаем трехмерную карту ему, по которой он будет в пространстве определять и уже сканировать, опираясь на, собственно, те же самые лазерные уровни. Все то же самое, как мы показывали в предыдущем методе. Вот начали мы сканировать. Проявляются у нас всякие детальки. Ну, не детальки, а общий вид пока что модели. И надо держать таким образом, чтобы у нас попадало как минимум 5 вот этих точек, чтобы он не терялся в пространстве. Плюс еще вот эта поверхность стола. И чтобы обе камеры у нас... вот он просит поближе. Чтобы обе камеры видели модель, чтобы они никуда не девались. Блин, занятие прикольное. Занятное, так сказать. Комп только, сука, мощный очень, нужен для всего этого. А так какашку из пластилина слепили. Ну, я не знаю, ребенок у вас слепил, вот такие, все, пускаем, сука, в тираж. Короче, нам надо на таком расстоянии все это делать, чтобы у нас зеленые лучи были именно на самой модели. А я какие на график это смотрю. Ну, ничего. Оборудование новое, специфическое. Мы к нему привыкнем рано или поздно, или выкинем. Никто ничего не гарантирует. Это вам не как в играх, кнопку нажал, там что-то попиликало, он сразу считал все. Вот сидишь так, каждую какую-то шляпу сканишь. Еще посмотрим, на самом деле, на качество результата. Стоит ли оно того. Вообще, по идее, очень должно стоить. Повернули саму модельку, метки, которые на столе, он помнит. А вот метки, которые сейчас образовались в пространстве на самой модели, вот эти вот точки, он сканирует заново, привязывает их к поверхности стола. И мы сможем завершить вот эту всю модель, просканировать ему днище, и все это в точности 0,4 миллиметра. Максимум разрешения этого сканера 0,15 миллиметров. А точность на 4 метра, как заявлено, 0,02. То есть, нет, 5 сотых на 5 метров. При точности 0,15 как-то, ну, не понимаю я, в чем прикол. То есть мы не можем сделать какой-то замер, допустим, деталей технических, потому что этот сканер покупался не только как инструмент для сканирования каких-то художественных вещей, а именно для того, чтобы можно было точно проводить реверс-инжиниринг, так называемый, очень нужный и интересный на данный момент развития науки и техники. Грубо говоря, спиздить чертеж, придуманный другими инженерами, сразу в компьютер. Итак, в этом положении мы его добили. Теперь давайте поменяем разрешение на 0,15 мм и пройдем щупальца, потому что сейчас они выглядят как колбасы. Не нравится. А потом все это дело вместе сошьем, все 3 скана, и посмотрим, что у нас получилось. И сравним с фотограмметрией, которую мы сделали в самом начале. И вот в итоге день приколов и занятий 3D-сканированием. У нас есть 2 3D-модели нашего Ктулху. Слева был сделан с помощью фотограмметрии с телефоном, притом не очень новым, без лидара, напомню. Справа с помощью сканера за 300, сейчас, наверное, уже дороже, даже 1000 рублей. Как вы можете заметить, везде есть различия у этих моделей. Например, в районе щупалец где-то
больше у нас детализация. Ну, эту деталь можно еще, конечно, допилить, налепить вот эти вот ляпки в другие места и еще раз отсканировать, он забьет те промежутки. Но в рамках хоббийной какой-то истории и даже, может быть, мелкосерийной, вам нахрен не нужен дорогой сканер. Использовать его есть смысл только если у вас есть необходимость какой-то поверенной метрологии. То есть, если вы берете какую-то деталь, например, как кусок двигателя вот такого вот характера, и вам очень важно, чтобы отверстия были на своих местах с точностью там до аж 500, который гарантирует вот этот вот конкретно прибор. Если вам необходимо сделать какую-то модель для игры, может быть модель бижутерии, модель какого-нибудь интерьерного дизайна, вы можете абсолютно спокойно обойтись с помощью телефона. Да, может быть в районе там вот рук у нас немного не профотографировалось как надо, но это уже похоже на статую, которую можно, ну, даже отлить. С той детальностью, не такой, как в оригинале, потому что оригинал всегда, конечно, лучше, но уже вид имеет, на мой взгляд. Черепки вон только не проделались нормально. Вот такие пироги. С вами был Даня Крастер. Всем спасибо за то, что поставили лайк и поддержали нас репостом. Скинули, может быть, какому-нибудь корешу, которому это интересно. Мы вернемся к вам, как обычно, через пару недель. Всем покедова. Что? Алло. Да, здравствуйте. Что, член вам отфотограмметрировать? Дикпик в 3D отправить? Да не вопрос, легко. А кто это был?